Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусные и при этом простые в приготовлении котлеты из кабачков с картофелем и сыром. Такие котлеты отлично подойдут и в качестве основного блюда, и как сытный гарнир. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Начнем с кабачков. Нам понадобится примерно 450-500 граммов. Натираем их на крупной терке и перекладываем в сито, установленное над миской. Лично мне так удобнее с ними работать, но это не принципиально. Добавляем в кабачки немного соли. Очень хорошо перемешиваем и оставляем примерно на 15-20 минут, чтобы кабачки пустили сок. А пока они стоят, займемся другими овощами. Очищенную морковь, которой нам понадобится около 70-80 граммов, натираем на мелкой терке. И перекладываем в большую миску. Именно в ней мы будем замешивать всю котлетную массу. Теперь картофель, примерно 300-350 граммов. Его тоже натираем на мелкой терке. Очень хорошо отжимаем от лишней жидкости и добавляем в миску к моркови. Тем временем кабачки уже должны были пустить сок. Хорошо их отжимаем. Я это делаю с помощью ложки, но можно просто отжать руками, так как мы это делали с картофелем. Отправляем кабачки в общую миску и слегка перемешиваем овощи, просто чтобы они не лежали пластами. Теперь очередь сыра. Я использую 100 граммов моцареллы и 50 граммов пармезана, но это не принципиально. Оба сыра натираем на мелкой терке. Если у вас другой сыр, он тоже подойдет. Главное, чтобы он хорошо плавился и обладал ярко выраженным вкусом и ароматом. Натертый сыр отправляем в ту же миску, где уже лежат измельченные овощи. И еще раз слегка все перемешиваем, чтобы распушить сыр. Следующий ингредиент – 20-30 граммов зеленого лука, который необходимо мелко нарезать. А затем отправить в общую миску. Сюда же добавляем 1-2 зубчика чеснока, которые необходимо либо пропустить через пресс, либо просто мелко порубить ножом. Разбиваем в миску 2 яйца, у меня категория S1. И очень хорошо перемешиваем их с овощами и сыром. Теперь обязательно попробуйте получившуюся массу на соль, это важно, поскольку кабачки мы уже солили. Если соли недостаточно, подсаливаем по вкусу. А также добавляем по вкусу черный перец и по желанию немного молотого кориандра, который добавит котлетам пикантности. Ну и последний ингредиент – 50-60 граммов манной крупы. Это около 3 столовых ложек без горки. Очень тщательно все перемешиваем и оставляем котлетную массу примерно на 20-30 минут. За это время манка набухнет и масса станет более плотной и удобной для формирования котлет. После этого ставим на огонь сковороду и добавляем в нее 3-4 столовые ложки растительного масла. Пока масло нагревается, начинаем формировать небольшие котлетки из массы, которая к этому времени заметно уплотнилась. Сформированные котлетки выкладываем на сковороду, убавляем огонь до среднего уровня, накрываем сковородку крышкой и жарим котлеты примерно 3-4 минуты. А пока они жарятся, можно приготовить простой соус. Смешиваем примерно 200 граммов сметаны, небольшой пучок укропа, который нужно мелко порубить, и пару зубчиков измельченного чеснока. Хорошо все перемешиваем и соус готов. Но вернемся к нашим котлетам. Аккуратно переворачиваем котлеты на другую сторону, снова накрываем крышкой и жарим еще 3-4 минуты. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. А потом зовем к столу родных и близких и угощаем их очень вкусными ароматными кабачковыми котлетами со сметанным соусом. Отмечу, что эти котлетки вкусные и когда они горячие, и когда остынут. Они получаются очень ароматными и сочными, с нежной текстурой и хрустящей румяной корочкой.
В общем, это идеальный вариант вкусного обеда или ужина, особенно сейчас, в сезон кабачков, когда хочется чего-то новенького и легкого. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных, проверенных временем рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!